Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Ольга, и я рада приветствовать вас на моем канале. На своем канале я открываю новую рубрику, которая называется «Шить легко и просто по бурде». Эта рубрика может быть полезной для тех, кто только начинает шить, и этот журнал может быть хорошим помощником в этом. Я буду показывать, как шить модели, которые в журнале обозначены одной или двумя точками. Это значит начальный уровень сложности пошива. И сегодня я покажу вам, как шить платье из номера 3 за 2021 год журнала Бурда. Это модель 123. Вот это платье, оно обозначено двумя точками, то есть оно не очень сложное в пошиве. Вот это платье. В этом платье немного деталей, и они несложные. Идет вперед со сгибом, спинка, рукава и по низу пришит волан. Вверху это горловина окантована трикотажной бейкой, также и низ волана окантован трикотажной бейкой. Это технический рисунок этого платья. Как мы видим, здесь обозначено две точки сложности. Выкройку эту можно найти на листе D. Эти детали с черными контурами. Здесь всего лишь идет 5 деталей. Это вперед со сгибом, спинка, волан низа переда со сгибом, волан низа спинки со сгибом и рукав. Платье это шьется из трикотажного полотна, довольно плотного, и расход ткани необходимый здесь 1,5 метра. Также для окантовки нам потребуется трикотажная окантовочная бейка и двойная игла для швейной машины. Как видите, это платье прилегающего силуэта. По спинке идут выточки и по переду идут нагрудные выточки. Также по спинке идет шов. Определить свой размер можно по размерной сетке, которая дана в журнале. Здесь идет размерная сетка для женщин роста 168 сантиметров, маленького роста и высокого роста. Снимите основные мерки. Это обхват груди, обхват талии, обхват бедер, длина плеча, длина рукава. И уже по этим меркам вы сможете легко определить свой размер. Также здесь и показано, как снимать мерки. Это трикотажное полотно, довольно плотненькое, оно не сыпется. И поэтому я выберу для пошива этого платья эластичную строчку под буквой D. Вот она выделена зеленым. Вот так выглядит эта строчка. Начинаем мы с того, что напереди мы стачиваем выточки и глубины выточек заутюживаем вниз. Также мы стачиваем выточки на спинке. И выточки эти заутюживаем к середине спинки. Также выполняем средний шов спинки. Затем выполняем плечевые швы. Также выполняем швы рукавов. Я стачаю эти швы сразу, чтобы за один подход к машине как можно больше можно было проделать операций. И сразу же на волане низа я также стачиваю боковые швы. Теперь соединяем боковые швы. Волан прикалываем к платью. При этом совмещаем метки. Метку середины передней части волана мы совмещаем с серединой переда. Также метку задней половинки волана совмещаем с задним швом. И боковые швы воланов мы соединяем с боковыми швами платья. И теперь это все пристрочить. Приколоть рукава к проймам, при этом совместив поперечную метку на окате рукава с плечевым швом, также поперечную метку присоединения к переду рукава,
швы рукавов с боковыми швами. И также необходимо припосадить рукав по окату. И поэтому лучше рукав вметать, чтобы потом было легче вшивать его. Низ рукавов я подшила многостежковым зигзагом. Это с лицевой стороны, а так выглядит с изнаночной. Получилась как такая декоративная строчка. Горловину и низ волана окантовываем трикотажной бейкой. Я сейчас сначала приколю бейку, а затем ее приметаю и уже потом только буду пристрачивать. Я окантовала трикотажной бейкой горловину. Вот так вот это выглядит с лицевой стороны, а вот так вот это выглядит с изнаночной. Получилось все очень аккуратно. Только немножко моя бейка поменяла в камере цвет. Ну ничего. Также сейчас делаю окантовку нижнего среза волана. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч в следующих видео.